Приветствую вас на моем канале «Политическое обозрение». Итак, помчались. Когда-то северокорейский лидер Ким Ир Сен, правивший Северной Кореей с 1948 по 1994 годы, то есть 46 лет, на заре своего управления страной, скорее всего, даже не подозревал, что станет основателем новой правящей династии, которая, как в Древнем Китае, будет передавать власть от отца к сыну из поколения в поколение. И уж тем более не думал, что найдутся ушлые и малодушные мужики вроде Путина, которые, попав на вершину власти, возьмут на вооружение их опыт правления и захотят применить его на деле в собственных интересах. Гражданин Путин, который случайно в силу сложившихся обстоятельств получил власть от туго соображающего алкоголика Ельцина, в начале своего президентства, пока приходил в себя, неустанно твердил, что власть должна меняться регулярно, ибо где нет сменяемости, не будет и развития. Но время шло, приоритеты потихоньку менялись, и Путин, который никогда не отличался честностью, достоинством и порядочностью, видел, как особо доверчивое и бездумное большинство, после пьяницы и сумасброда Ельцина, рукоплещут любому его высказыванию, даже если в нем нет никакой логики. После чего смекнул, что этим обязательно надо воспользоваться и удержаться у власти дольше, чем того требует Конституция, придумывая невнятные оправдания данным деяниям. Далее галопирующие цены на нефть, избавление от политических конкурентов, подтасовки на выборах для ядросов с целью получения конституционного большинства в Думе, переделанный под себя Совет Федерации, переформатированный Конституционный суд, назначение губернаторов и многое другое. Все эти манипуляции давали все больше уверенности в том, что нет ни одной причины четко соблюдать Конституцию, переделанную в проституцию, и уж тем более соблюдать ее нормы. На основании принятых многочисленных мер, пока народ поднимал страну из руин, в которых она оказалась благодаря коммунистам и ельцинской своре, Путин, не теряя времени, под шумок подготовил почву для пропихивания преемника, который был уже изначально обставлен красными флажками, в обязанности которого входило пересидеть президентский срок, после чего молча встать и выйти вон, освободив должность главного чиновника страны чуваку с вечно потными руками, то есть Путину. Многим сознательным и не безразличным гражданам страны этот выпад, разжиревший от бабла путинской группировки, показался возмутительным. Это привело к многочисленным акциям протеста, которые не возымели особых действий в силу немногочисленности, аморфности большинства и неспособности доводить начатое до логического конца. Путин к тому времени растирал уже последние остатки людского, сделал вывод, который заключался в том, что в этой стране у него из подручных окончательно развязаны руки, и вопросы с пролонгированным пребыванием в должности главного чиновника страны больше на повестке не стоят. Только важно сильно не наглеть и продолжать изображать искренность в любви к родине, что очень вяжется с трусливым путинским психотипом, а также не афишировать свои намерения раньше времени. После чего можно спокойно подготовить почву на будущее и снять вопросы с пребыванием у власти навсегда. И вот здесь как раз и вспомнился Ким Ир Сен, который основал правящую династию в Северной Корее. Но тот парень импровизировал, а у Путина есть уже наглядный пример и конкретные планы на будущее. Тем более, что после обнуления времени вполне будет достаточно, чтобы подрос сынок, которому и перейдет власть по наследству. Так что молчаливое большинство может потихонечку готовиться к монархии нового типа и ждать наследничка, который будет ими долго и жестко править. Но тут, будь она неладная, случилась пандемия, сильно подпортившая все планы, которые долгое время вынашивал в своей лживой сущности гражданин Путин. Но надо сказать, что стареющий и глупеющий Путин ошибался, когда думал, что разыгранная комбинация с установлением монархии нового типа пройдет без сучка и задоринки. Для этого и было задумано разыгрывание грандиозного празднования победы, чтобы перевести весь фокус с обнулением на ура-патриотизм. А дальше лето, отпуска и очередное мошенничество с передергиванием должно было удастся пройти незамеченным и стать чем-то само собой разумеющимся. Но гражданин Путин не учел одного, а именно того, что ему в этой стране никто уже не верит, и вся его популярность в кавычках держится на лживых пропагандистах. Поэтому даже если бы обошлось без пандемии, обязательно что-нибудь да произошло, и очередное преступление Путина и его кагала было бы вскрыто. А за этим последовали бы действия, из-за которых вся эта афера не удалась, а бенефициары понесли бы заслуженное наказание. Теперь, когда у граждан России не осталось иллюзий по поводу порядочности и адекватности Путина, особенно в свете того, как он себя проявил во время кризиса с пандемией, и не оказал помощи гражданам, ради которых якобы работал как раб на галерах все эти годы,
и собирал для них же все эти фонды, предназначенные на черный день, которые в реальности не были применены по назначению, а вместо помощи люди увидели отмалчивание и в лучшем случае пустые обещания. В свете вышеперечисленного у большинства граждан России наконец-то открылись глаза на последующего Ельцина, гражданина Путина, чья популярность держалась на лжи, пропаганде, нефтедолларах, газе и остальных ресурсах страны, которые он нещадно разбазаривал, а вместо того, чтобы заниматься развитием России, занимался укреплением собственной власти, чтобы создать плацдарм для установления в России новой монархии, состоящей из путинских отпрысков. Вторым за ним, по его мнению, должен стать подросший к 2034 году 25-летний его сынок Дима от гарной девчины Алины, фамилия которого доселе неизвестна, и скорее всего это не Путин, хотя не вижу причин это скрывать. Следующей поправкой в Конституцию будет снижение порогового возраста, чтобы молодой сынок смог без проблем занять свой трон, бережно подготовленный для него любящим папашей Путиным, для коего честь, совесть и достоинство – набор ничего не значащих звуков. Именно для всего этого он нарушал все возможные законы, использовал административный ресурс и всеми правдами и неправдами удерживался во главе чиновничьей вертикали. Для того, чтобы провернуть эту бредовую идею с захватом власти и передачей ее по наследству, став родоначальником царской династии по примеру Северной Кореи. Задача всего прогрессивного мира – не позволить этому маразматику пропихнуть эту идею в жизнь. Чтобы странами не управляли безумцы, подобные Путину, власть должна сменяться регулярно, а выборы должны быть конкурентными и прозрачными. И побеждать на них должны сильнейшие, как в спорте. Спасибо за внимание и удачи, а также не забывайте писать комментарии и подписываться на канал. До встречи!